Мы находимся на Альпике, это курорт Газпрома. Сегодня будем прыгать дропы. Сегодня будем прыгать через трассы, я надеюсь. А также катнем во фрирайде. Это место славится тем, что здесь очень мало людей и много нераскатанного пухляка. Ну, пойдемте проверим, так ли это. Let's go. Ты меня что вписал? Там надо было так гнать. Это просто такое мясо было вообще! Внизу просто обрыв 20 метров. Сердце начинает стучать мощно. Леша, смотри, какой вид! Офигеть! Итак, мы находимся наверху Альпики. Сейчас нам предстоит проехаться на скорости через хребты. Хребты довольно опасные, потому что вот здесь, посмотрите, уже есть обрывы. Народ едет с супер маленькой скоростью, все шкребутся. О-о-о! Посмотрите, вот они обрывы. Опа, здесь можно уйти в бок. Очень опасная трасса, потому что буквально 2 метра в бок, и вы уже полетели с карниза метров 15 минут. Так что нужно быть аккуратнее. Посмотрите, как выглядят эти хребты. Очень жестко. Чтобы сюда доехать, нужно уже быть минимум райдером чуть выше среднего уровня. Леша, куда ты приехал? Ой, Женек. Это хорошо, что я по прямой не ебанул. Давай. Надо было вон туда, конечно, в лесочек бахнуть. Да. Я подписан. Охуенно. Охуеть! Вова! Вова! Бля, хуя ты меня вписал в эту авантюру? Нормально. Я лечу, я думаю, там меньше лететь. Вон еще дерево. Вон. Ну что, здесь дропы давай. Здесь их много, сбросов. Сюда, пошел. Вот. Прямо? Вот сюда вот. Правее? Да. 3, 2, 1. Трасса, блядь! Земля! Ты меня что вписал? Там надо было так гнать! Я думал, лечу, господи, хоть бы не пенек! Хоть бы не пенек! Ты на пенек сел, должен был косарь дать. Вон наш спот. Опа! Подожди. Не знаю, сколько вы видите, вон там. Вот эта стена. Между стеной и приземлением метров 10. Это интересный спот. Но это, по крайней мере, выглядит снизу такой лайтовый. Как на самом деле, что-то не знаю. Ну, поехали попробуем.
Ёпарасы. Вот. И что мне прикажешь делать? Прыгать с этого, что ли? Я говорю, что вообще легко. Ну, то есть прям... Вован говорит, что, Леха, ты ошибаешься. Лететь метров 15, а вниз еще метров 6. То есть, на самом деле, когда вы едете сбоку, смотрите, вам кажется, что это вообще детский сад. Как только вы встаете сверху, жопа ваша вот так сжимается, а обратного пути нету. Вован стоит, говорит: Лех, я жду. Итак, мы выезжаем до спота. Каменная стена. Мне кажется, нам нужно дать прям вот так вот посередине, да? Или левее? Можно вот туда налево. Вон туда? Ну чё, ты предлагаешь вот этот дроп сделать и еще потом второй дроп? Да. Ну это вообще отличная идея. Ты обо мне подумал? Да. Немного. Короче, сейчас Вован подъедет туда и посмотрит, сколько реально там лететь. Только мне не говори, ты можешь нашептать на камеру немножко. Да. Только меня реально не заводи, потому что мне реально страшно иногда становится. Особенно ты говоришь: не, у тебя на самом деле настрой хороший. Лех, да здесь нормально прыгать, дроп маленький. Я вылетаю по нему. Вова, 10 метров вниз, блядь, какой нормальный дроп. Все. Вова мой тренер. Вова мой тренер новый. Он повышает градус постоянно. Камера лучший тренер. Да. Ну что, давай, гоу. Да нормально лететь вообще. Посмотрим, что он покажет. Так, я стою наверху. Предстоит 2 дропа. Первый и второй. Честно говоря, непонятно, сколько лететь на втором дропе. Готовность 10 секунд! Музычка играет. Проверил крепление. Поехал! Охуеть! 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 Вот это! Вот это адреналинчик. Вот это неплохо. Это мне понравилось. Это вкусненько. Ты что предлагаешь? Короче, у Вована опять, короче, крышак вообще просто. Ну, я не знаю, реально, он куда-то улетает вообще. Я ему так по приколу сказал: Вован, давай спрыгнем с креселки. Он такой: ну все, давай, говорит, крепление, ну, говорит, мне GoPro давай на шлем зацепляем, и все. Что, слабо, что ли? Я говорю, ты че, блин? Что, слабо? Я говорю, мы ж пошутили вроде, нет? Ну что, Вован пытается пристегнуть вторую ногу. Информация для всех. Трюк выполнен профессионалами, не пытайтесь сами это делать, не надо пробовать это. Мы едем вдвоем на кабинке и будем вдвоем прыгать. Там маленький дроп, поэтому категорически не рекомендуется это делать кому-либо. Сейчас, подожди. 3, 2, 1. Да, кайфово. Ну что, в этот кулуар? Ебать! Вован! Это камень был? Да! Мясо! Просто на камне подбился, я думал, это мягкий снег. Как он меня дуванул! Это фрирайд, братан. Братуха, я понял.
Сначала с подъемника спрыгнул, потом тебя камень наказал. Поехали? Внизу просто обрыв 20 метров. Вот это жесть! Получается вот такое, вот там здесь маска лежит, а вот там шлем. Вот так вот. Времени осталось мало, и мы решили потерять их на подъемнике, правильно? Всяко бывает, Лёш, не расстраивайся. Я пиздец расстроен. Ну, знаете, сколько еще дропов не обкатанных, а ты тут маски раскидываешь. Да мы уже все сняли. Во. А что такое дело? Нашелся, парень. Нашелся, браза. Молодец, не теряй больше. Ну, короче, мы ищем дроп, который можно прыгнуть, но я, честно говоря, посмотрел сейчас. Я что-то даже не припомню, как я его хотел прыгать. Ты посмотри, что это такое? Тут лететь 20 метров, подожди. Вот этот? Ты про этот, что ли? Вот этот? Вот этот? Как я выйду? Как я отсюда прыгну? Ну, в целом можно попробовать, но, и, честно говоря, со стороны, когда едешь, смотришь, это, ну, это еще нормально. Когда ты подъезжаешь туда, просто вот такое движение. Вот это давай рассмотрим. Вот здесь, единственное, что здесь, чего я боюсь, это на скалу на это напороться. И еще кабинки рядом. Видишь на эту скалу? Видишь, это скала? Вот она. Вот здесь. В нее не врубиться, главное. Ну вот это более реально. Я бы на самом деле попробовал. На самом деле. Пока еще очко никак не реагирует, я тебе так скажу. Пока все комфортно, мы едем пока на подъемничке хорошо. Что-то мне сыкотно. Там лететь нормально. Лететь нормально прям? Да. Я думаю, метров 10 ты пролетишь. Минимум. Ладно. Я, короче, сейчас встал, смотрю на этот дроп, и я охереваю от уровня наклона. И просто, я не знаю, честно говоря, там какой-то адский пролет. И я, честно, не понимаю, куда ехать. Вот я вижу кусты, а вроде как нужно справа от кустов. А если справа от кустов, то это адски высоко. Короче, жесть. Ну, страшно было. Просто мясо. Не вылетел практически, потому что думал, что все. Приветики, пистолетики. Но в целом все обошлось. И это ад. Это ад. Но в целом, вот так вот по диагонали, да, дувану вот так вот. Сердце начинает стучать мощно, потому что, ну, пролет там вниз метров 10 есть. Было бы приземление прям в наклон, я бы не особо ссал. А тут просто немножечко приземление напрягает иногда на дропах, что плоскач такой, около плоскач. Поехал! Итак, я прыгнул этот дроп один раз. И это просто мясо. Я, честно говоря, немного в шоке.
Хотим бомбануть его еще раз. Сейчас поедем делать мясо 2. Мясо 2. Так хорошо было, сука. Но я уже сейчас поехал. Я понял, скорости побольше. Я думаю, ну 5. Почему бы и нет? А меня как перекрутило. Ну ладно. Еще разочек. Попробуем. Хороший спот. Поехали. Че, не расстраиваемся. Прыгаем дальше. Второй раз, как говорится, уже можно и пободрее. Давай, Вованчик, жду тебя. И врываемся. Нормально, нормально, я постараюсь. Я и в прошлый раз старался, но мог еще сильнее постараться. Я просто вылетел, и я такой, охереть, сколько лететь. Погнали. Адреналин. Аж охладело тело, короче, жестко. У меня аж, короче, тело то есть охлаждение было такое по телу, по всему. На самом деле это вообще, ну не то, что прям, знаешь, ну сложный дроп, не очень приятный. Я бы больше, я бы пролетел в 1,5 раза больше, но на приземление, которое в наклон. А когда ты прыгаешь на приземление на плоскач, это реально опасно. То есть лучше пролетать дальше и лучше пролетать в наклонное приземление, чем давай посмотрим. Ну, то есть какие маленькие люди и какой вот этот дроп. Ну, то есть на самом деле он даже вот отсюда смотрится, блядь, это не детская игрушка. Это прям нормальная, серьезная история. Ты осилил его? Ну, я осилил. 5 хочется, вот это сильно. Вот 5 такая в корк. Пфф. Вот это мощно, вот это заводит. 2 секунды! Сука! Сука! Пытался записать уже ощущения после прыжка. 5, первый раз в жизни прыгаю 5 в пухляк с какого-то надува. На самом деле чувствую, что очень близко. Я вот прям 2-й раз я прыгаю. В полете коряво, конечно, было, но грэб схватил, но я чувствую, все, я уехал. Я проехал 3 метра, и меня все равно замотало. Может быть, доска реально с обрубленным своим хвостом не вытягивает. Ну, 100% она тоже имеет значение. Конец дня, просто устал в хлам. Но, короче, вы понимаете, что это не оправдание, ни хера. Обидно, что реально очень хотелось уехать, но мы заберем этот дроп, я отвечаю, мы его заберем. Отснимем, я сделаю с него 5, может быть потом 7, я не знаю. Но мы его возьмем, рано или поздно. Знаете, что делать? Кликайте подписку, шлепайте колокольчик, чтобы приходили уведомления, когда мы порвем этот спот в следующий раз. Ну что, мы оказались в ручье. Опять, у нас есть 15... Второй год, 2-й раз. 2-й раз в ручье. Сегодня крайний спуск. Давай, у нас есть 15 минут, чтобы нас подняли наверх. Боже, какая красота. Посмотрите, сейчас будем взрываться жестко.
По ручью только придется. Можем пешком захуярить. Нет, ты пешком не выберешься. Только по ручью. Давай, блядь, пешком, нахуй. Ты не выберешься пешком. Поехали, отправимся делать. Давай, езжай вниз. Поехали. Полумясо началось, убирай. Вот это ручьи. Никто не проехал ручей, в общем. И пришлось идти пешком. Выбрались из леса. Это просто такое мясо было вообще. Вова! Дай пару комментариев, пожалуйста. Прямо... Ебаный ручей, ненавижу его, тупо. Тварюга. Я все, мне кажется, сноуборд весь сломал, блядь, пока... Чего? Ты мужчина, Вова. Ты мужчина, ты лучший оператор на Роза Хутор. Я просто охуел. Честно говоря, я тоже. устал. У меня просто запотело, короче, вообще шторы запотели. Я не понимаю, куда еду. Я уже понимаю, что я еду по веткам, а не по снегу, по камням, по каким-то. Чё, ну еще народ не уехал. Так что мы успели. Второй раз, братуха, это невыносимо. Один раз в год. Там еще налить такая. блядь. Ужасно. Все, поехали. Уже невозможно об этом говорить. Поехали. Это лес-убийца. Мне кажется, в него, если запустить людей, он просто сделает из вас настоящих прорайдеров, если вы оттуда выберетесь. Он сделает из вас сноубордистов, лыжников. Ты думаешь, тебе бы помогли лыжи? Мне кажется, нет. Там просто грязь, камни, ветки. Я думаю, уже все, обрыв 3 метра на камне. И просто, снега-то нету, уже все соскребли нахер. Зато начало. В самом начале поля. Вован говорит: поля, Леха, ну давай. Я говорю: Вован, поехали на техничку. Да я уже не успеваю, все, не вырыли. Ну и все. Да все раскисло, еще кадр не снять. Нормально все. Ребята, это было круто. Мы каждый год с Вованом попадаем в этот ручей. И каждый год мы не получаем удовольствия от этого события. Думайте, прежде чем ехать в ручей. Павдер, который есть в начале, он манит, понимаете? Не зря там нету ни одного следа практически. Вот просто подумайте, почему там нет следов. У нас сели все гупрошки, мы тупо не засняли это мясо, это месиво вообще. Ну и ладно. Главное, что красивые кадры есть.